Привет, дорогие гости и подписчики! Сегодня свой день я, как всегда, начала в саду и огороде. После проливных дождей помидоры требовали дополнительной подвязки, да и, как всегда, раз в неделю я провожу обрезку пасынков, формируя кусты. Если оставлять пасынки у индетерминантных сортов, то ваши растения станут громоздкими, а помидоры мелкими. Подрезка делает растения более компактными, но несколько сокращает количество урожая. Пасынкование проводится преимущественно на высоких сортах помидор. Низкорослые их сородичи не нуждаются в этом, поскольку рост их является ограниченным. Также в это утро я собрала последний урожай малины, спелые и очень душистые ягоды, чтобы приготовить конфитюр для торта с малиной. Этим способом можно также заготовить малину на зиму. Для этого необходимо перебить малину блендером и перетереть от косточек через сито. У такого десерта получается очень нежная, приятная текстура и сладко-кислый, неповторимый вкус. На 350 грамм малины я добавила 240 грамм сахара. Я планирую использовать конфитюр для торта, поэтому много сахара не использую, но если вы хотите заготовить малину на зиму, добавьте сахар 1 к 1. И поварив 15 минут на медленном огне, добавьте столовую ложку лимонного сока или щепотку лимонной кислоты, а затем смело закатывайте в стерильные банки. Тесто приготовила для выпекания на сковороде. Отличный вариант для лета. Быстрый вариант тортика без выпечки. В муку добавлю какао и разрыхлитель. Тщательно перемешаю. Затем отдельно смешаю яйца, сахар, соль и мед. Смешаю муку с какао, яичную массу и молоко. Затем добавлю подтаявшее масло и заварю полученную смесь небольшим количеством кипятка. Добавляя ингредиенты таким чередом, тесто получается однородным, без комочков. Выпекаю коржи на хорошо разогретой сковороде на среднем огне, предварительно смазав сковороду маслом. Каждая сторона коржа припекается буквально за 3-4 минуты. Коржи с помощью крышки и ножа подгоняю под один размер и даю хорошо остыть. Крем приготовлю из сливочного сыра и масла. Разделю на две части полученную массу. В одну добавлю уже охлажденный малиновый конфитюр, а во вторую часть сгущенное молоко. Полученные крема очень вкусные, с малиной кисленький и душистый, со сгущенкой сладкий и сливочный. В торте они прекрасно дополняют друг друга. Коржи по очереди промазываю то одним, то вторым кремом. Печеньем закрываю края, так торт будет выглядеть аккуратным и очень аппетитным.
ягодами и душистыми травами дополню тортик. Торт получается в меру сладкий, с малиновой кислинкой и приятной нежной текстурой. Такой вариант коржей можно приготовить и с обычным сметанным кремом. Получится также очень вкусно. Рецепт для желающих приготовить такое угощение я оставлю в описании. Малина сошла, но мы запомним этот вкус лета и с нетерпением будем ждать нового урожая, но уже следующим летом. Спасибо, дорогие друзья, что смотрели меня. До новых встреч. Удачи!